Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим вот такие замечательные сахарные плюшки с апельсиновой ноткой. Вот такие они получаются аппетитные, красивые, очень нежные внутри. Если вы также хотите их приготовить, добро пожаловать ко мне на кухню. 150 мл воды нагреваем до температуры не выше, чем 38 градусов. Затем всыпаем сухие дрожжи 8 граммов и чайную ложку сахара. Тщательно перемешаем и оставим до активации дрожжей на минут 10-15. Тем временем в удобной емкости соединим по 50 граммов растительного и мягкого сливочного масла. Добавим к ним 50 граммов сахара и одно яйцо комнатной температуры, а также 1 чайную ложку соли без верха. И взобьем все с помощью миксера до однородности. И затем в удобную для замешивания теста емкость нальем 150 мл теплого молока, температура не выше 38 градусов, и отправим туда же подготовленную яично-сахарную масляную смесь. И сюда же вливаю активированные дрожжи. Видите, какая пенка образовалась? Это говорит о том, что дрожжи активны, можно их использовать. И после этого начнем постепенно всыпать просеянную муку. Всю сразу муку добавлять не нужно, добавляем частями. Замешивать можно руками тесто, а можно с помощью кухонного комбайна или же с помощью миксера. У меня это мощный миксер, поэтому можно замешивать миксером. И продолжаем вымешивать тесто в течение 10 минут. Обычно я вымешиваю с помощью миксера вот до такого вот состояния комка теста, а затем перехожу к вымешиванию теста руками. Сначала тесто слегка липнет, затем оно полностью перестанет липнуть к рукам. На замешивание теста мне понадобилось 600 граммов муки. Вам может понадобиться чуть больше, чуть меньше. Все будет зависеть от того, какая мука, какие яйца вы используете. Тесто должно быть мягким, живым, но не сильно липнущим. Вот такое тесто после 10 минут вымешивания. Оно практически не липкое и становится еще более гладким. Прошло 1,5 часа, тесто хорошо подошло. Вот такое оно пышное. Теперь обминаем тесто. Обминаем тесто. Я люблю делать это вот таким образом. Формирую из теста прямоугольник руками. И затем сворачиваю конвертом. И оставляю на столе
Еще на минут 20. Прошло 20 минут. Тесто подросло снова. Скатываю его в жгут. И делю тесто на 10 кусков. Можно каждый кусочек теста взвесить, чтобы он был примерно одинаковый. У меня каждый кусочек весит в районе 120 граммов. Округляю тесто. Помещаю на доску. Прикрываю пищевой пленкой. И отставляю пока в сторону. И с одним кусочком теста уже можно будет работать. Тесто раскатаю в прямоугольный пласт. Толщина раскатки примерно 3-4 мм. Затем беру сливочное масло 30 граммов мягкое и оливковое масло 20 граммов. Добавлю сюда же цедру одного апельсина. При желании можете не добавлять. И хорошенечко перемешаю. И смазываем получившийся пласт вот этой вот массой. Таким образом, чтобы где-то сантиметр не доходить до узких краев кусочка теста. Затем посыпаем 2 чайными ложечками сахара. Соединяем края прямоугольника таким вот образом. И поднимаем один край наверх. И также соединяем, защипываем края. После этого острым ножом делаем надрез посередине, не дорезая до верхнего края, около 1,5 сантиметров. И помещаем на противень, застеленный пергаментом для выпечки, следующим образом. Раскрываем оба края. Вот так. Для прослаивания булочек мне потребовалось 140 граммов сахара. Вам может понадобиться чуть больше, чуть меньше, в зависимости от того, какие ваши ложечки чайные. Накрываем булочки сверху кухонным полотенцем и оставляем их для очередного подхода на минут 20. Булочки подошли. Я беру 2 желтка, добавляю к ним 2 чайные ложки молока, перемешиваю до однородности и смазываю булочки сверху очень осторожно, чтобы их не повредить. Для этих целей можно использовать маленькое яйцо, не крупное. И отправляем наши булочки в духовку, разогретую до 180-190 градусов. Вынимаем готовые булочки из духовки. Вот такие они получились румяные, аппетитные.
У меня они выпекались 25 минут. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Все будет зависеть от особенностей вашей духовки.